Дорогие друзья, испокон веков известно, что все великие и сильные прорицатели, все люди силы, которые были связаны с потусторонним миром, кто-то имел, силу исцелять, кто-то мог навести зло, кто-то просто видел будущее, кто-то исцелял травами, кто-то просто понимал душу человека или передавал какие-то послания потустороннего мира. Все эти люди плохо видели. Слепота полная, либо слепота на один глаз, либо проблемы с глазами, либо асимметрия лица. Всех этих людей объединяет одно – это люди силы. Это, с одной стороны, плата за силу, с другой стороны, это сближает людей, такого уровня людей, к миру тьмы. Почему? Потому что глаза отличают нас от мира мертвых. Только глазами мы от них отличаемся. Когда мы спим, мы с ними сливаемся воедино, мы практически с ними воедино. Поэтому мы в этих астральных мирах можем встретиться с душами, мы можем свободнее с ними общаться и видеть их, чем когда мы смотрим напрямую. Да? Когда человек на один глаз слеп, можно сказать, что он наполовину в мире мертвых. То есть он почти что одинаков наравне с ними. То есть его ясновидение, его предчувствие, его видение мира намного сильнее, чем у обычных людей силы, которые там тоже чем-то владеют, но не настолько сильно. Кроме того, отнятие глаз у человека – это как откуп ему за очень большую силу. И еще раз позволю себе напомнить, что вот именно все великие прорицатели, известные люди силы, они, как правило, были либо слепы, либо плохо видели. Кроме того, что, понимаете, плохое зрение, оно дает возможность таким людям, как я, например, да, взглянуть в душу человека, сущность видеть. Не лишнее, не как он одет, не как он обут, не нацелиться, сколько с какого человека можно получить и так далее, а видеть сущность человека. То есть даже вот эта проблема с глазами мешает нам смотреть прямо и хорошо расценивать какую-то там, знаете, не моральную, а материальную вот именно ценность человека, да, материальные его возможности. Как бы это плохо ни звучало, но мы все люди, и мы все в своей работе, профессии, естественно, хотим больше благодарности нам и так далее. И чтобы мы особо не видели лишнего, нам дают, нам зрение укорачивают для того, чтобы мы видели душу человека больше, чем его материальные вот состояния, да. Всегда чтили испокон веков людей силой, которые имели проблемы с глазами. У меня есть проблемы с глазами. Я могу его раскрыть, могу не раскрыть. Если будет желание, можете спрашивать. Я никогда не комплексую по этому поводу. Я всегда знала, что я особенный человек. Я это всегда знала. У меня сначала глаза были совсем разного цвета. Потом они начали меняться, потом один глаз стал абсолютно зеленый. Очень много было и проблем с глазами, и вообще просто глаза изначально с детства были не такие, как у всех. Асимметрия лица, наша кривая улыбка и прочее тоже говорит о силе. Как правило, ведьмы всегда асимметричны. У них лицо именно отличается асимметрией. Почему? Потому что половина в мире живых, половина в мире мертвых. Понимаете как? Одна половина веселого типа, другая половина мрачная. Посмотрите, вглянитесь просто в лица сильных людей, которые были известны именно на весь мир, не просто там сами говорили, а сами по себе известны. И вы увидите асимметрию лица. Одна сторона спокойная, тихая, мудрая, другая сторона по-детски радостная. Вот. Это тоже как бы очень сильное отличие. Высмеивать такие вещи, это, конечно, как вам сказать, много ума не надо, и это удел жалких людей. Всегда людей надо ценить по их
моральным, душевным качествам, если высмеивать человека по его вот таким вот критериям, да, это низкие, ничтожные люди. Так вот, поскольку я прочитала, что высмеивали определенных людей, не только меня, а определенных людей, которые состояли вот в какой-то организации, и высмеивали этих людей. Хотя, когда их принимали, говорили, что это особенно, что напоминали вон Вангу и прочие, там вот великих, которые имели проблемы с глазами, все хорошо, давай денежки и посвящайся. Но потом начали высмеивать недуги людей. Это низкие люди, это конченые люди. Я, конечно, по-другому не могу сказать, но это только конченый человек может такое говорить. В остальных местах вообще, это у нас немножко менталитет Советского Союза еще осталось, знаете. В остальных странах, в остальных культурах такие люди почитались. Их почитали как особенных. Я бы сказала, что к ним относились более трепетно, потому что они не такие, как все. Вот. Но поскольку определенные личности очень хотят, чтобы вся их семья была великой, да, я считаю, что можно бы на своей шкуре почувствовать, каково это, то, что ты высмеиваешь у других людей. Почувствовать на шкуре своей и своих родных и близких. Вы согласны со мной, что каждый человек должен отвечать за свои колхозные действия, свои грязные действия, когда ты смеешься над человеком, обзываю безглазым, одноглазым, слепым и прочее, значит, ты должен на своей шкуре это почувствовать, полный ход. То, что я сейчас делаю, может привести к слепоте всю семью, а может привести к тому, что просто-напросто глаза будут краснеть, гноиться всю жизнь и будут лечить всякими мазями. В конце концов, зрение начнет падать. Это однозначно. И даже потом вы просто по лицу человека увидите проблему с глазами, значит, синий цвет под глазами, красноту глаз, невысыпание глаз, нездоровость глаз, и они будут чесаться, и человек просто не удержится, и постоянно будет при вас их трогать. И вот тогда вы поймете, что если уж люди хотят быть ведущими, то я им предоставлю эту возможность. То есть я помогу им ослепнуть, чтобы они приблизились к этим сферам и стали очень сильными, очень могущественными. Согласны? Я делаю доброе дело для них, они же хотят ведущими быть. Согласны? Значит, поскольку я с 3 людьми это делаю, сейчас поймете, кто они есть. И вот, 1, 2, 3. И 3 портрета, 3 фотографии. Конечно, немножко трудновато было фотографировать от видео, тем более, что там очень много было детей, надо было отделить и разрезать это все. Ну, ничего, сейчас дело техники, все возможно сделать, да. И никого не спрячешь, как бы. Все на виду, всех можно найти. Можно и без фотографий, но с фотографией как-то надежнее. Перед тем, как сделать этот ритуал, я выкололила эти глаза, положила эту фотографию на 1 день на могилу. Правда, сейчас заснеженные могилы, пришлось мне помотать в определенных емкостях, чтобы они там быстро не испортились. Потом взяла с могил, принесла сюда. Значит, глаз нету, глазницы должны быть вырезаны. Я не показываю из этических соображений, поскольку немножко испугаются обычные люди, не посвященные в это все дело. Да? Не стоит, зачем им это делать. Их 3. 1 человек постарше, старше всех, 2 человек средний, 3 маленький. Вот. Начнем приближать людей к стану святых, великих, всемогущих, могущественных, ясновидящих, слепых людей, которых они очень радостно, смачно высмеивают. Я уж надеюсь, что когда у них начнут слепнуть глаза, они немножко вспомнят о своих веселых похождениях. Я не думаю, что это из них сделает людей, но, по крайней мере, отхлестает по лицу так, что они забудут в следующий раз высмеивать кого-либо по таким показателям. Начали. Поскольку их 3 человека, почитаем 3 раза. Я есть палач твоей семьи. От мала до велика предо мной ходите. Как Языкия ударил силой своей, да ослепил войско царя Абамелика, так я применяю силу свою и бью ударом своим
и творю месть праведную над домом твоим. И как войско царя Абамелика была ослеплена и терялась в темноте, и брела во тьме, так теряйся в темноте ты и рожденные тобой. Во тьме пеленой перед глазами бродите, да плачем великим плачьте, да скорбите, бью по вашим глазам. Навожу слепоту от мала до велика всем в твоей семье. Как верно, что Иезекия отнял свет с глаз войска Абамелика, так правда то, что я отняла свет с глаз твоих и рожденных тобою. Глазам вашим покрыться пеленой, слепнуть, а моей праведной мести творится. Я есть палач твоей семьи. От мала до велика предо мной ходите. Как Иезекия ударил силой своей, да ослепил войско царя Абамелика, так я применяю силу свою и бью ударом своим, и творю месть праведную над домом твоим. И как войско царя Абамелика была ослеплена и терялась в темноте и брела во тьме, так теряйся в темноте и ты, и рожденные тобою. Во тьме пеленой перед глазами бродите, да плачем великим плачьте, да скорбите. Бью по вашим глазам, навожу слепоту. От мала до велика всем в твоей семье. Как верно то, что Иезекия отнял свет с глаз войска Абамелика, так правда то, что я отняла свет с глаз твоих и рожденных тобою. Глазам вашим покрыться пеленой, слепнуть, а моей праведной мести творится. Я есть палач твоей семьи, от мала до велика предо мной ходите. Как Иезекия ударил силой своей, да ослепил войско царя Абамелика, так я применяю силу свою и ударом своим творю месть праведную над домом твоим. И как войско царя Абамелика была ослеплена, терялась в темноте и брела во тьме, так теряйся в темноте ты и рожденные тобою. Во тьме пеленой перед глазами бродите, да плачем великим плачьте, да скорбите. Бью по вашим глазам, навожу слепоту от мала до велика всем в твоей семье. Как верно то, что Иезекия отнял свет с глаз войска Абамелика, так правда то, что отняла свет я с глаз твоих и рожденных тобою. Глазам вашим покрыться пеленой, слепнуть, а мести моей праведной свершится. Третий раз говорим свершится. Ритуал мой. Скольких членов семьи хотите наказать, столько раз нужно повторять этот ритуал. То есть говорить заговор. И столько ночей нужно это делать. Я буду делать 3 ночи. Сейчас, завтра ночью и послезавтра. После чего отнесу и просто положу на ту же самую могилу, откуда взяла, со ослепленными глазами. Я надеюсь, что я помогу людям стать сильнее и слепнуть наравне с великими. Вдруг хотя бы таким образом они станут великими. Но самое нужное, самая настоящая, самая основная цель моя – это почувствовать подобным товарищам, каково это на своей шкуре, каково это высмеивать других людей. Вот и все. Держитесь, сказал волк и побежал на отару. Удачи!